Под мелким дождем над старым кладбищем в Портленде Эвелин Кларк, 56-летняя владелица технологического холдинга Clark Sys, остановилась, заметив у могилы своего покойного сына Леона, молодую женщину в неприметной рабочей форме. Рядом с ней стоял мальчик, крепко прижимавший к себе рюкзак. Их тихие всхлипывания заставили Эвелин насторожиться. Женщина назвалась Марией Блейк, а мальчика — Ником. Она сказала только одно — Леон был для них кем-то, кого Эвелин не знала. Одного взгляда на глаза ребенка было достаточно, чтобы Эвелин поняла, перед ней стоит ее внук. Но Мария держалась так, будто много лет ждала именно этой встречи. Через несколько недель дом Эвелин превратился в штаб расследования. Детективы искали любые сведения о Марии и ребенке. Документы Ника оказались странно неполными, словно кто-то заранее стер его происхождение. Уверенная, что Мария что-то скрывает, Эвелин вызвала ее в офис небоскреба Clark Sys и предложила крупную сумму за опеку над ребенком. Мария отказалась, разорвав чек прямо перед ней. Спустя дни адвокаты сообщили Эвелин, что Мария заручилась поддержкой влиятельной юридической фирмы. Это показалось ей нелепым, пока она не узнала, что Мария годами собирала доказательства коррупционных схем, связанных с Clark Sys. Журналистам был передан огромный архив, и вскоре утро Эвелин началось с заголовков о многолетних нарушениях, расследованиях и замороженных счетах. Тогда всплыла главная тайна. Настоящая мать Мика, Хелена Кларк, двоюродная сестра Эвелин, чью долю в компании та когда-то незаконно присвоила. Хелена долгие годы жила вдали от семьи, а в университете встретила Леона. Они скрывали свое родство, чтобы защитить друг друга от влияния Эвелин. После смерти Хелены при родах Леон передал Марии документы, разоблачающие преступления матери, и просил сохранить их до правильного момента. Его собственная гибель оказалась связана с тем, что он начал распутывать финансовые махинации компании. Арест Эвелин был громким, но коротким. Мария появилась в тюрьме лишь однажды, сообщив, что Ник учится в престижной школе, где когда-то занимался Леон, и осваивает виолончель. Деньги на обучение вернул суд, признав Ника единственным наследником Хелены и Леона. Эвелин услышала последнее. Семья — не то, что можно купить. Это то, что можно только потерять, если поставить власть выше правды. У их небольшого дома у реки Ник бегал по двору, держа футляр с инструментом, а Мария знала, ее победа не в крахе корпорации, а в том, что ее сын растет в мире, где справедливость оказалась сильнее страха. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.